Итак, поехали. Всем привет. Сегодня делаю чебуреки с курятиной. Куриные бедрышки у меня. Вот ингредиенты перед вами. Их не очень много. Начну. Полпучка кинзы. Имбиря немножко. Ну вот, с грецкий орех. Три зубчика чеснока. Делаю сначала фарш. Ему надо остудиться в холодильнике. Мукой займусь позже. Измельчаю имбирь, добавив пол чайной ложки соли. 3 зубчика чеснока туда же. Куриные бедра, помыл, конечно, их надо обработать, потому что хрящики часто бывают там. Ну вот вырезаю эти хрящики, убираю. Бедер у меня где-то 250 граммов, а муки будет 300 граммов. Ну, этого количества хватит примерно на 12 чебуреков. Одну луковицу взял и вместе с курятиной пропускаю через мясорубку. Добавляю чеснок, имбирь и очень приятно пахнущую пряность уцхо-сунели. Соль. В качестве острого ингредиента добавляю домашнюю аджику свою, чайную ложку. Она не очень острая. И соевый соус тоже добавлю. С курятиной он очень хорош. Ну, примерно столовую ложку. А что касается уцхо-сунели, можно... Понюхал, кстати. Приятный запах, еще добавлю, кстати. Уцхо-сунели можно хмели-сунели использовать. Но если у вас нет ни того, ни другого, ну, конечно, можете не использовать. Без этого тоже будет нормально. Пробую, кстати, влагу, оценивая вкус. Добавляю куриный бульон. Часть зелени. Потом, может быть, добавлю остальное. И добавил, кстати, куриный бульон весь добавил, и зелень тоже все добавил. А бульона было, ну, миллилитров, наверное, ну, 80-100. Фарш очень густой. Но эта влага уже вкусная. Добавил еще соевого соуса. Ну и постепенно, добавляя бульон, добавил его весь, как уже сказал, кстати. Ну, еще раз оценил вкус на соленость в основном. Острота будет умеренная, потому что аджика моя не очень острая. А муки будет 300 грамм, и чебуреков получится у меня где-то 12 штучек. Ну, считайте, на какое количество. Можно 4, а можно 1. Ну, кому как. Вот такая густота фарша в самый раз. Начинка будет сочной. Надо отправить все это дело в холодильник на часик. Берусь за тесто. 300 граммов муки завариваю кипятком. Ну, где-то 160 миллилитров кипятка. Добавлю соль. Ну, где-то 0,6 чайной ложки. На 300 граммов муки понадобится кипятка от 150 до 170 миллилитров. Добавляю растительное масло, подсолнечное. Ну, примерно столовую ложку. Если вы 2 столовых ложки добавляете, то кипятка может быть несколько меньше понадобится. Ну, если 1, то несколько больше. Замешиваю тесто. Ну, достаточно упругое. Ну, примерно как на пельмени. Может быть, даже несколько более упругое.
Вот в процессе замеса можно вот так вот разрезать тесто, там быстро все слои перемешиваются. Все наоборот, наизнанку получается. Ну, нормально. Ну, в общем, минут 7-8 работаю с тестом. Замесил, и пусть лежит, разойдется. Да, просматривая рекламу, вы помогаете каналу. Спасибо. Ну, вот прошел час, ну, может, минут 40. Фарш в холодильнике охладился. Тесто разошлось, стало однородным. Режу на кусочки, тут приблизительно от 40 до 60 граммов. 40 это маленькие чебуреки, 50 средние. Вот у меня примерно 50 граммов, а 60 большие, ну кому как нравится. Раскатываю. Ну, достаточно тонко. Не толще миллиметра. Если идеальный круг не получается, то в этом нет ничего страшного. У меня идеальный круг не получился еще ни разу. Для чебуреков это не важно, потому что будем обрезать края. Начинка. Слишком много не кладите. Вот даже поменьше кладите, чем я сейчас кладу. На одну сторону укладываю фарш, чтобы он не был горочкой. Второй стороной прикрываю и, выпуская воздух, прожимаю и прижимаю края. Для того, чтобы гарантированно хорошо края соединились, можно вот так пройтись водичкой. Тогда лучше они скрепляются, охотнее. А вообще идеальный вариант – в фарш добавить желток, а края смазывать белком. 100% гарантия, что не порвутся. А тесто на заварной вариант на кипятке вообще не рвется при обжарке и будет хрустящим и пупырчатым. Ну, сами увидите. Пройдусь вот так вот вилочкой для красоты. Пару дней назад пришел такой комментарий. Один из зрителей рекомендует приготовленную еду пробовать в кадре. Так, мол, будет интереснее. Ну, наверное, есть в этом смысл. Даже точно в этом есть какой-то смысл, но тут у меня свои аргументы. Во-первых, я не люблю жевать в кадре. Во-вторых, я всегда говорю о том, что я приготовил, как это вкусно и что это блюдо из себя представляет. А зрители канала, которые давно уже со мной на этом канале, знают, что я всегда говорю так, как есть, то есть мне доверяют. Ну и еще один аргумент могу привести. Когда вы по виду какого-либо кулинарного блогера пытаетесь определить, насколько вкусно то, что он сейчас жует в кадре, то вы никогда этого не определите. У него всегда будет неземное блаженство на лице, вне зависимости от того, вкусная эта еда получилась или не очень. Если у кого-то есть еще какие-то весомые аргументы, напишите, пожалуйста. Итак, масло разогрелось. Вот такой пробничек беру, отрезанный от чебурека. Нагрев должен быть умеренный. Ну, у меня даже был несколько ниже среднего. Так, чтобы примерно 2 минуты жарилась сторона. То есть 2 минуты. Одна сторона. И переворачиваю на другую. И опять же 2 минуты. Так и тесто обжарится, и фарш дойдет. Ну, пупырчатость, пузырчатость там сама собой получается. Иногда, кстати, добавляют в тесто водку. Ну, можно добавить ложку водки, можно не добавлять. Вот как видите, я не добавил. В следующий раз, может, добавлю, сравню. Ну вот, 2 плюс 2, 4 минуты. Пошла вторая партия. Ну, чебуреки рвать не буду, потому что
Ну, видно, что они пожарились. А фарш как выглядит? Ну, он как выглядел, практически так же и выглядит. Но вот этот хруст вместе с соком внутри дает этот чебуречный кайф. Приготовьте. Всем приятного аппетита. Удачи. Пока.